Приветствую вас на канале Центр Дэн. Продолжаем Kingdom Come Deliverance. И остался у нас только эпилог. Игра пройдена. Все, пошли. Тут я что где-то? Какой-то я фигней тут занимался в Тальменберге. Теперь надо уходить отсюда. Что делал, фиг поймешь. Вроде ничего особо интересного нету. Опа, не понял. А что это вдруг она не сможет добраться-то? Тоже нельзя. Это что такое-то? А, вот, все. Вот мы. Сейчас рванем быстрым переходом. Так, где мы? Что-то нифига мы ускакали-то вообще далеко. А вот сюда. И все. Че, уже все? Никаких разбойников, ничего нету, раз. Можно сказать, прогнали этого. Всех этих нехороших людей. Разбойников. Сейчас, наверное, к вечеру. О, приеду еще. О, еще далеко ехать-то я только. Ну и хов, поезжаю. Вот мы приехали. Сейчас, наверное, там вечер. Никто ничего не принимает, не разговаривает. Со мной не захотят сейчас разговаривать, но я так. Кажется, иди отсюда. Сейчас посмотрим, что там у нас происходить будет вообще. О, собаки заваяли. Так, факел надо взять. А то потом охрана тоже сейчас скажет, что это ты. По темноте без нифига гоняю. Что это все ругаются, что-то? А, нет. Так, что туда? Все, сейчас поднимемся и узнаем. Ага, не поднимемся. А что, сюда мне главное нельзя, что ли? Точно. А здесь надо закрывать замок. Не, этим мы заниматься не будем. Надо тогда упасть спать до утра. А потом уже решим утром. Что будем делать дальше? Пойдем на разговор. С кем там он? Сейчас глянем. С Йостом. И Остом. С Йостом. Так, что тут у нас есть? Урядники. Лошадка какая-то. То есть тоже не угнать ничего. Интересно. Двери закрыты. Да, все позакрывались, уже спать легли. Я тут на ночь глядя прискакал. Разговаривать с кем-то. Ну-ка. Сейчас спать упадем, да и все. До утра. А 8 он. А то они что-то встают, а оно это поздновато. Что это такое? Все, время остановилось или что это? А, вон какая-то погрузка идет.
С чего она тут и взяться-то? Меня там что, арестовывают? То, что я пришел на чужой кровати и уснул. Что происходит-то, блин? Почему время-то остановилось, блин? Ну? Who the hell do you think you are? Over there. Didn't I tell you you've no business here? You should have thought twice. Чего за... Да заплачу эти... Damn it. Here's your coin then. You've paid for your crimes. I hope you've learned your lesson. Ага, поспать мне, кажется. My God, over there. Well, I never. Все, ухожу. Ой, предъявили. Мне тут... What's going on out there? What are you doing here? Все. Get lost or you'll have me Да to как? reckon with. Все, ухожу. Куда? А, вон она, дверь. Jesus. Are you Тупый. serious? О! Ребята. Че надо было-то? Пришел поспать, лег, не дали даже выспаться. Сквозь человека прошел. Поедим. И что я тут мне ночью делать? Ой, блин, а. Че у меня тут? Кровать же где-то должна быть у меня. Ну ладно, чё. Пойдем на свою кровать. Буцевал, поехали. Выгнали нас тут за 15 монет нам. Весь город спит. Нет, у нас это ходит все-таки. Опа, это что было сейчас такое? А. Фига стояла, рухнула на колени. Это попрошайка, оказывается. Да. Чего вы тут вообще ночью шарите? Спать давно пора. 3 часа ночи что-то ходит, бродит. Ой. Вырезался. Блин. Что такое-то? Совсем с ума сошли. Ну-ка, давай вот сюда упадем. Моя, в конце концов, кровать была. Может, и осталась. Сейчас скажет, спать не можешь. Нет, все-таки. Можно хоть уснуть, слава богу. А то придут, разбудят. Скажут, блин, ты чего это опять тут? Улегся. Все, погнали уже. Там нас ждут. Факел надо брать. Такой придурок с факелом гоняет тут. Ой, не то, нажал. Да что такое-то? О, все попросыпались уже. Ну, музыка-то. Похоже, мне кажется, на ведьмачью. Что такое?
Вот, все, приехали. Ну чё, блин, опять за подгрузка такая? Ah, Hal. Are you going to the meeting with Margrave Jobst as well? I am. What about Istvan? I assume... That we didn't catch him? No. Because if we had, you'd be the first one to know. Have no fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. Пошли. Опа, My lords. вот мы и пришли. Christ's blessings on you all. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Redzig. It came as a bit of a surprise to young Henry, too. Подколол, подколол. This gentleman here is John II of Liechtenstein, a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. Конечно, нужен король. Which king? Как без него-то? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. Ну и? I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. Ух ты, How времена they изменились. changed, Your Grace. Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur, that King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. Ну давай How did the быстрее. king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great privileges too. But he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand, Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What you're saying, Wenceslas invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. Sigismund would govern, while Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Ну и Why дальше. wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. I must say, Margrave Jobst, Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. Какой такой-то? I'd Вы say чё, he блин? lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation, kicking and screaming if he had to. Just
Like a naughty child, as you say. So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly. Correct. Ну, похитил, конечно. And you do it, if I heard correctly. Yes, your graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost. Типа, где он хороший, ничего плохого не делал. And that's one of the reasons why I'm here. The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. People like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Bergholf, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Bergholf is on your side. Are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. Ну, какие, давай. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility. Ну и дальше. Against Договоришься ты там с ними со всеми. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghof, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. There's been a revolt against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts, and now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Berghof know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Rattay is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, Your Grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like Skalitz? We have to put a stop to this senseless war. Надо остановить, конечно, эту войну. What the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Чего? Yes. Why not? I'll go and visit Berghof at his castle and we'll see what he tells me. Ну, давай попробуем. Да, так что ли? You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Berghof would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to do next. I'll help you compose a letter to him. I'd like Henry to come with me. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to be my eyes and ears there. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. When can you set out? Just as soon as I've packed my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft a letter. Get ready, and we'll meet back here. Все, уже собираемся. To write it in your name as Lord of Lipa. Quite so, Margrave. What exactly am I to write? Oh, what isn't Так, really где он the там? issue. The question is how.
We need to learn where they stand on So, liberating it looks like you're off on a mission. Yes, I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Bergov is no saint. Don't worry. Ага, хорошо, будем иметь в I know. виду. You've shown you can fend for yourself, but do take care. You'll be traveling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. What Bergov tells you is one thing, but what you see may be quite another. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter, hear out his reply, and return. Yes. Very Так, well. Bergov is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's one of the finest castles in the land. It's 3 days' ride from here, so unless you hit a snag along the way, you'll be back soon enough. Any questions? You read my thoughts, sir. ну-ка давай все расспросим. I'm getting a bit lost in the Luxembourg lineage. It all seems a bit too tangled. Да. The Luxembourgs have ruled the Empire and Bohemia for almost 100 years now. Emperor Charles brought this land to prominence. When he was in power, things had never been so good. Wenceslas and Sigismund are his sons, but by different mothers. Jobst and Prokop are their cousins. They were entrusted with governing Moravia. But instead, they've been in a bitter armed feud for years, and now Sigismund's fallen out with Wenceslas. Wenceslas also had another brother, the youngest, John of Görlitz, who was most probably poisoned. They seem like a hot-blooded lot. It's hard to keep up with their affairs, since they tend to change their alliances from one... Братьев, братьев, блин, союзы, союзы. Че, надо все, наверное, что ли? Ну, давай. Who is he really, this Jobst? Ёпст. The cousin of King Wenceslas. Ёст. He's the Margrave of Moravia. I admit I don't know what to make of him myself. Until recently, he was allied with the League of Lords. For a time, he even served Rupert of the Palatinate against the king. And now suddenly... Что-то они все там переметнулись I сразу don't в know what эту led him другую to do сторону. it, and one can't help being suspicious. It's best to keep a watchful eye on him. But he really is the leader of the resistance against Sigismund these days. We'll just have to see how it all turns out. Ладно. That's about all. Very well. Take the letter from Sir Hanush. And good luck, son. Так. So what do you think of it all, Sir Divish? Thanks to us. I didn't know anything about that. Письмо забрали. И поехали. Я так понимаю, как поедут, не покажут. Или наоборот. I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt. No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Давай. Please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. Жестокий народ стал. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Kuttenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense.
My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any way. Provoke? Me? Never, uncle. Угу. Че ты We'll be back in a few days. думаешь, что тут не все так Farewell, your просто? graces. Come, Henry, my men are waiting. I wish you Godspeed. Сейчас, думаю, еще какая-нибудь коляска получится, куда-нибудь залезем, еще что-нибудь. Захотят письмо отобрать у нас. И еще. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Мне же самому там стало интересно. Что это? Не конец? А, все, завершил основной сюжет. Ага. Ну все. What is it? Что это? Как я завершу игру? Ну-ка, давай, посмотрим. Мы и поедем. God be Нет? with you, lad. What can I do for you? How do you feel? Pissed off. I'd give anything to have seen you get here sooner. If only Istvan had stayed inside that fucking castle. I remember the first time it happened to me. But that was when you were a young blacksmith, when those thugs attacked you. I'm a nobleman, trained in combat and siegecraft, and even well, I won't pretend I wasn't terrified. That's how it goes. There's nothing you can do about it. But Master Faithful may not survive the way they hacked him. If I'd been quicker, or if he'd at least started to run, but The main thing is it will be easier next time. You won't feel the horror quite so much. I hope so, Hal. Or I'll soon be getting sick of your pontifications. Ну все, закончили. Так. Ну где твоя лошадка? Ты чё встал-то? А, ты ждешь меня? Ну закончим давай. Игру. So, can we set off now, Henry? А, я могу даже еще не закончить игру, то есть поиграть еще. Потому что я так понимаю, туда если поедем, то все, игра закончена, ничего мы не сделаем. Там, да. There's one more thing I wanted to attend to. I see. We'll go on ahead and wait for you in the camp at Neuhof. I'll use the time for a hunt before we go. Very well. We'll meet up there as soon as I'm done. Или чё? А что мне осталось-то еще? Давай посмотрим, что там у меня по заданию есть еще. А, ничего, можно просто попутешествовать. Посмотреть. А, так вот можно даже. Вот еще задание. Так еще играть и играть можно, грубо говоря. Основной сюжет пройден. Так, что еще где? У дедечки делать нечего. Тут что? Вот еще даже задание тоже есть. Че, рвануть туда, что ли? Давай съездим.
Что там надо кому? Help me. Чё? Какая What помощь happened to это? you? Sir, if you only knew. Ну He давай. told me he'd marry me, even though his mother forbade it. And then they killed him. They killed him, the dogs. And his mother told everyone it was my fault. And now I have a child and we live like beasts in the woods. And I'm left with nothing but to beg here at the roadside. God have mercy on me. Wouldn't you have a little bit of food for me, sir? Even a crust of stale bread? I haven't eaten for days. Food? Let me see. Чё, у меня ничего нету, что ли? Вон, сыр. What about this? May God reward you for your kindness. Чё за вздохи тебе каждый раз так? Я же тут не доехал, блин. Со залу сейчас поедем. О, тут задание ушло, но теперь здесь. Ну ладно. Рванем быстрым переходом. Кто там напал? Come here, you fucker! I'll punch your god for you. Giving up already? Да что такое-то? Ты чё, мужик, блин? Чё ты? А? Побежал он. Нехороший человек, блин, напал тут сразу. Чё бил меня? Блин, что у меня тут было? Это дубинка, что ли? Ну, блин. Чё, может, вот так проскочим, красоту посмотрим. Пейзажи. Чё за лагерь? Ну-ка, давай сходим в лагерь, пока там от того места, так сказать, отдохнем. А, это эти лесорубы. Посмотрим здешнюю красоту. Да, сейчас были это. Это было бы хорошо. Это зима, блин. Ну как зима тебе? Весна уже, блин. Зима. Но все равно. Лето есть лето. Также, чтобы зеленая травка была. Ну-ка вот, что это такое вот это вот? Ну-ка давай вот. А, во. Что такое? Тут неисследованное место. Маркер бросим и поскачем туда. Посмотрим неисследованные места. Алхимический стол. Че он тут вот? Что такое? Застрял, что ли? Ой. Что он тут делал? В каком-то тут заброшенном месте. В лесу где-то на отшибе. Травница. Давай поговорим, что он тут сидит.
Ну-ка, обучение пройдем. Would you teach me something about medicinal herbs? Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Сколько? А, ладно. Now, pay close attention. Пусть на всякий, не знаю, будет. Так, ну ладно. Мы это что место тут? Уберем маркер. Тогда где мы еще тут не были? Вот это что за лагерь? Ну-ка давай вот сюда теперь съездим. Посмотрим, что там интересного есть. Вот ты кто такой? Странник? Ну ладно, странствуй пусть. Лишь бы не нападал ни на кого. Погнали. Опа. Народ что-то ходит, еще гулят по лесу. Прям. А, это этот что ли лагерь лесорубов? Угу, точно. Так. Тут лесорубы, значит, ладно. Поехали. Созаву. Посмотрим, что там за задание. Монастырь. На меня там же обиделись очень сильно. Так, что где там? С заданием-то ты. О, шарлатан мне хочет дать задание. Что, зря сюда скакал? Засранец, а? Нет, что-то мне не это. Во, лучше уж туда сгонять тогда. Что-то с шарлатанами неохота мне связываться. Так, а где там? Ну, он сейчас там к мяснику. А мясник, наверное, скажет: убей 33 зайца, принеси мне. Это вот полюбасу. Или кабана какого-нибудь. Ах, ну ладно, сейчас глянем, что там. Что-то уже... Так. Ну-ка, пойдем сгоняем. Посмотрим, что там. Мясник хочет. Ну, если... Скорее всего, мясник. Кто еще там? Мясник, давай поговорим с тобой. Good day to you. Да. Ну-ка, что, поторговать? Мяско. Возьмем покушать маленько. 40 монет. Торговаться будем. Can we do something about the price? Well, we can try it. Так. Давай вот так вот. 30. Смотрим, что у нас скажет у нас. Satisfied? You're
You're a right pinch purse. Ну ладно, ладно. 33. All right, so. Во. Так, где задание-то мне? Не здесь даже, не у него. О, миска. Пойдем дальше. А у кого там задание? У этого что ли кто-то? Нет, конюх, нет. А, это свинюшки, блин. Где у нас задание-то это? Вообще убежал уже с этого помещения задания. Сейчас сходим туда. Так, это кто? Ну-ка, какая, давай. What the hell? Давай поговорим. I am honored that a knight such as you takes an interest in me. Do you want something? I do. And you look like the kind of fellow who knows a thing or two and wouldn't mind a bit of work that's not entirely, well, honest. What's it about? I'm looking for someone who knows how to dip her pockets. For a... Чужой карман за вознаграждение. Давай полезем в чужой карман. Слазим. Who do you want me to rob? There's a farmer who lives in the craftsman's yard. He made a killing supplying vegetables to the monastery. I worked for him for a while, but then he threw me out without even paying me for my labor. I'd like you to steal the groschen he owes me. And also a pouch containing an amulet he got from the herbalman. He's as superstitious as an old crone, so when he realizes he's lost it, he'll have a fit. Sounds easy enough. It ain't quite that easy, otherwise I'd handle it myself. That fucker don't trust no one, and he's always looking over his shoulder. If you manage to nick his pouch and his coin, you can keep the groschen as a reward. Ну, пойдем, сходим. Так, где он? Пойдем попробуем украсть, что там надо у кого. А, так тут вообще рядом. Ну попробуем хоть и рядом. Виноград растет. Красота. Я тоже хотел, чтобы на огороде виноград рос. Ага. У него что ли? Куда он пошел? Сидел такой у костра. Поедим-ка. На ходу у меня не получится ничего не украсть, это точно. Так-то вот тут он сидел вообще замечательно. Было место. Даже если бы завыпендривался, можно было по лицу ударить. Чтоб не мыркал. Блин. А, он что? В корчму же он пошел, блин, а там вообще народу-то много. Угу. За одну секунду, конечно, блин. Он идет, так поэтому. Точно же в корчму идет. Там я его как буду обкрадывать-то? Будет?
Проблематично. Да что такое такое? Подойду к нему, он все куда-то бежать сразу, а засранец. Где это гавкает собачка? Так, ну чё, блин? Куда он пошел? В город, что ли? Так. Ну что там происходит-то? Куда пошел-то? Сколько мне тут теперь за ним бегать, блин? Надо дождаться, чтобы он сел. Посел. Можно упасть на мешочек спать, нет? Нельзя, оказывается. Henry, I'm glad you came. Угу. Нет, это что за закон? Взял задание, он сразу тут начал шастать с места на место, блин, а. Че, здесь же подождем на этой точке. Идет он сюда, нет? Он вроде идет. Че, в лес пошел? Кто-то? Или сюда придет, а? Ну чё? Ага, ну все. Там будем его поджидать. Хотя там еще один он куда-то пошел. Ходят они, гуляют. Хорошая погода, что ли, для прогулок? Иди сядь, жопу прижми. Не, пока он ходит, мне его не получится никак за одну секунду рвануть. Засранец уже. Что, прижмет он жопу здесь на бревнышке? Или нет? Если он обратно пойдет, это вообще... Как я должен за секунду... Нет. Смотри-ка, блин, а. Пошел же куда-то. Там что, собаки будут сейчас это лаять? Шуметь только. Внимание привлекать. Чужое.
Ну да елки-палки, а. Гуляет и гуляет, гуляет и гуляет, чё ему? Ты жми в жопу, блин. Что за частная территория еще? What do you think you're doing? I've a mind to call the gods. Да ты чё, блин, а? Может это? Ну теперь... What the f... Help! Arrest that thief! God! И сразу все бежать, а? Не, на. Здесь делать нам нечего. Охрана сейчас придет, ну его. Ты где? Валить надо будет, суфал отсюда. Нас поймали. Провалили мы задание. Надо другое взять. Воришка с меня никакой. Надо вот сюда прискакать. Сейчас попробуем свалить, конечно. Оп-оп-оп. Взялся за какое-то не очень хорошее задание и карманные кражи это. У меня вообще навык этот не качанный. Че он скакать-то перестал нормально? Так, туда. Пока сейчас с картой сверимся. Ага, точно туда. Ну все. Посмотрели красоту, блин. Что теперь из города уезжать приходится. Лес так шумит хорошо, ну, приятно. Это я еще куда-то прискакал. Кролик, заяц, блин, ты что тут сел? Застыл прям в воде. Ой-ой-ой. Блин, дороги-то что не асфальтированные? Ровно нельзя было в гору, надо нет, блин, сделать. Так, туда хоть скачу-то. Ага. Направо надо будет потом. Так, направо-то. Сюда, что ли? Через лесорубов. О, вообще не здесь даже. На той развилке. Там развилочка-то. Сейчас тогда спустимся, глянем. Во.
выйду в поле я. Дождь пошел еще. А, я ж тут был. И на эту. Драться мы тут приходили. Что тут было такое? Могила какая-то. Ладно, маркер надо убирать, понятно. Были на этом месте мы. Ничего, что-то нету. Камни-то как это, как ступеньки, как будто. А вот сейчас туда. Сюда сгоняем. Тут посмотрим, что за интересное место. Поцвал? Поехали. А, вот оно. Еще одно. Что тут? 3 места. Это что? 3 могилы? Что тут вообще все? Нет, не могилы это. Ну, хотя может и могила, но что-то. Давай как к реке тогда сгоняем. Посмотрим на 3-е место. Вот сюда. Да блин, оказывается, я тут уже был. Неинтересно тут ничего. Какое-то место. Грабители, может быть, спали. Мешок пустой. Пушки, шмушки. Все. Какое интересное место, блин. Может, кто-то должен по заданию это дать? Я должен сюда прийти. Ладно. На этом закончим игру. Или походим еще по окрестностям игры, по картам посмотрим. Ну хотя что тут вроде делать-то не особо что надо. Ну хотя может кто-нибудь интересное задание какое-нибудь даст. Да что такое-то? Чё? Ужасы, скалиться, что-то ничего нету. Хотя вот интересное место. Карты с золотом я еще не все пооткрывал, не понаходил. Так что вот еще даже задание. Сейчас тогда своим переходом рванем.
А, я понял. Что здесь за задание? Эта девушка хочет, чтобы я у одного из этих мужчин выкрал все ребро. Эта девушка легкого поведения была. God be with you, Henry. Так, крестьянин. Ох. А что за обучение? Топором? А, нафиг нужен. Поспать надо. I suppose I could find something. For how long? Не, на ночь. Just the one night? Sure. But let's see your coin first. These are harsh times. Here you go. You'll like it here. Like sleeping on a cloud it is. Да-да-да. Сон как на облаке. Так, что, где там надо? Ладно, пойду. Улягусь. А, вот здесь и упаду. Ладно, на этом сегодня закончим. Продолжим завтра. Всем пока. До новых встреч в новых сериях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Особого ничего интересного в этой серии не было. Я думаю, завтра там поищем какое-нибудь задание, возьмем и поиграем еще. Заканчивать пока игру, наверное, не будем. Посмотрим, тут еще допчики возьмем. Посмотрим, как это все здесь сделано, нарисовано вообще. Ну, уже хотя всю игру, можно сказать, прошли, все видели. Но пройдем еще раз. Ну, вот, походим, допчики поделаем. Чтобы как бы, а то получается. А что, не сохранилась еще игра? Хо-хо. А что? А, я же могу вот так сделать теперь. Ну ладно, всем пока, всем спасибо, до новых встреч.